Мальчик крепко обнял собаку, несмотря на проливной дождь, который промок их обоих до нитки. Причина такого поступка была совершенно опустошающей. Даниил прижал к себе Грейси. Ее дрожащее тело прижималось к его груди. Вонючая шерсть у уличной собаки был грязной и вонючей, но ее большие коричневые глаза искрились отчаянной просьбой о помощи. Как он мог оставить ее? Оставить на холодных, жестоких улицах? Сердце Даниила сжималось от такой мысли. Он видел опустошение в ее глазах, глубокий страх, исходящий от того, что ее выбросили. Он не мог, не хотел оставить ее одну. «Нам нужно найти укрытие», — тихо произнес Даниил. Его голос срывался от волнения. Грейси всхлипывала, более глубоко уткнувшись в его грудь. Вместе они бежали по пустынным улицам. Дождь хлестал им в лица, промокая одежду. Каждая дверь оказалась запертой. Каждый переулок вел в большее опустошение. Шторм, казалось, замыкался вокруг них. Как можно было оставить ее здесь, думал он. Внутри него нарастала тоска. Она была всего лишь щенком, потерянным и испуганным, без опоры. Иссохший и промокший до нитки. Даниил остановился. Грейси дрожала у него на руках. Ее глаза были полны страха. Он быстро осмотрел окружающий пейзаж. Отчаяние охватывало его. Приподнятая часть тротуара на улице была единственным укрытием. Даниил сел на мокрый бетон, по-прежнему держа Грейси в своих руках. Дождь барабанил по земле. «Я не оставлю тебя, Грейси», — прошептал он. Его голос дрожал. Дождь усиливался, и Грейси начинала дрожать еще больше. Даниил тоже замерз. Вода пропитала его одежду, оставив без защиты, но он понимал, что должен сделать. Он обнял Грейси, крепко прижав ее к себе, пытаясь дать ей немного тепла и комфорта. Ему было всего 10 лет, он не был большим, но делал все, что мог, чтобы защитить ее от дождя. Собака пискнула, пряталась внутри его рубашки, холодная и голодная. Несмотря на то, что она жила на улице, она все еще не привыкла к такой жизни. Грейси родилась в большой семье, где было много животных и детей. Дом находился недалеко от улицы, где Даниил нашел ее. Она была самой активной щенком в помете, всегда бегала, принося радость всем членам семьи. Все любили Грейси, но больше всего ее любила Хана, младшая дочь хозяев дома. Хана была яркой и жизнерадостной девочкой. Ее энергия идеально подходила к щенячьей. К сожалению, потом у нее начались проблемы со здоровьем. Хана долго болела, и вскоре ее родители поняли, что это не просто обычная детская болезнь. Они отвезли ее в больницу, надеясь на быстрое решение. Приравняв ее к рутинной болезни после анализов, врач сообщил им ужасную новость. У Ханы был рак, лейкемия. Семья была в отчаянии, глядя на страдания своей маленькой девочки. Грейси не понимала, что происходит, но настроение в доме было подавленным, и она чувствовала это. В конечном итоге Грейси поняла, что Хана больна, когда увидела, как девочка страдает от лихорадки и рвоты. Она делала все возможное, чтобы поддержать Хану, но со временем девочка стала лишь тенью самой себя. Она не играла больше с Грейси, не потому что не хотела, а потому что не имела сил. Она почти не смеялась, как прежде. Другие члены семьи начали игнорировать Грейси, ведь каждый раз, видя щенка, они лишь вспоминали о девочке, которой больше не было. Грейси была опустошена. Сначала ее любимая хозяйка перестала играть, а теперь и вовсе никто не обращал на нее внимания. К сожалению, ситуация только ухудшилась. Спустя месяцы Хана ушла, решив свою долгую борьбу с болезнью. Это была огромная трагедия для всей семьи. После ее смерти никто не мог посмотреть на Грейси в лицо. Ее присутствие лишь напоминало им о потерянной девочке. Несколько месяцев спустя семья решила переехать в другой город. Дом и пустая комната Ханы стали болезненным напоминанием о потере. Грейси не понимала, почему все собирают вещи. Она оставалась тихо в своей клетке, пытаясь не мешать, боясь, что на нее снова накричат, как это делали в последнее время.
И несмотря на все старания остаться незамеченной, ей не повезло. В день переезда щенка наблюдала, как чужие люди уносят всю мебель, загружая в большой фургон. Грейси осталась одна, запертой вне фургона и пустого дома. В один миг все, что она знала, исчезло. Грейси горяча завыла, моля во тьме о возвращении. Она звала долго, надеясь, что кто-то услышит ее отчаяние и вернется. Но ночь продолжалась, и никто не пришел. С часами соседи, раздраженные ее враждебным воем, прогнали ее. Однажды покинутой, Грейси пропала в неизвестность, оставив позади единственный дом, который она знала. Но жизнь на улице оказалась сложной. Некоторые дни она оставалась без еды, а в другие попадалась в уличные драки, после которых покрывалась синяками. Спустя несколько месяцев, когда Грейси начала жить на улице, Даниил случайно наткнулся на нее, выполняя задание для мамы. Она была унылым зрелищем, грязная, вонючая и побитая. Грязь покрывала ее шерсть, а ужасные травмы от уличных драк изуродовали ее когда-то блестящую шерсть. Ее голод был очевиден, и она скулила, потираясь о ногу Даниила, умоляя о еде. Даниил терзался. Он хотел помочь, но знал, что мама рассердится на него за использование мяса, предназначенного для ужина. Но жалобное состояние Грейси тронуло его душу. Он не мог устоять. Даниил незаметно вытащил самый маленький кусок мяса и предложил его Грейси. Она с жадностью скушала его. Ее глаза были полны молчаливой просьбы о добавке. Пренебрегая внутренними сомнениями, Даниил отдал ей 3 кусочка. Его сострадание перевесило страх перед разъяренной матерью. Когда он готовился уйти, взгляд Грейси следил за ним. Ее всхлипывания звали его остаться. Сердце Даниила сжималось от боли, но он не мог задерживаться, потому что его мама уже очень сердитая. С неохотой он попрощался с собакой, оставив ее на улице, но пообещал вернуть ей помощь. Вернувшись домой, Даниил столкнулся с гневом матери. Она была в бешенстве, что он растратил дорогое мясо на бродячую собаку. Поход к кормилицу был долгим и прощения не ждал. Даниил понимал, что сделал доброе дело. В своей юной наивности он надеялся, что добрый взрослый спасет Грейси, подарив ей любящий дом. Но дни превратились в недели, и никто не подошел. Прохожие иногда бросали ей крохи, но на этом все заканчивалось. На ежедневной прогулке в школу Даниил встречал Грейси. Пустыми руками он поглаживал ее грязную шерсть, радостно проведя время. Когда ему удавалось принести еду из дома, он жертвовал своей порцией, давая ее Грейси, чтобы предотвратить ее голод. Несмотря на голод, вид ее счастья приносил утешение. Несмотря на то, что подарки Даниила помогали Грейси, ее внешний вид оставался непривлекательным. Ее спутанные волосы и грязная шерсть оставались постоянным напоминанием о ее жизни на улице. Даниил хотел помочь больше, но его ресурсы были ограничены. С течением времени связь между Даниилом и Грейси становилась все крепче. Их ежедневные встречи стали источником утешения для обоих. Добрые поступки мальчика напоминали собаке о существовании доброты, в то время как стойкость Грейси вдохновляла Даниила проявлять сострадание, независимо от последствий. После нескольких недель, заботясь о брошенном щенке, он решил взять ее с собой домой. Он не мог больше терпеть ее страдания на улице. «Мама, Сергей, я хочу представить вам кого-то», объявил Даниил, заходя в дом с Грейси на руках. Его мама и Сергей обменялись удивленными взглядами. Их лица потемнели, когда они увидели неряшливый вид Грейси. «Даниил, что за бесстыдство?» — воззвал его мама, ее голос повышаясь. «Откуда ты взял это?» — потребовал Сергей. «Она жила на улице», — объяснил Даниил. «Я кормил и заботился о ней. Я не мог оставить ее там». Выражение Сергея стало строгим. «Мы не можем ее держать, она грязная. Посмотри на свои вещи. Они в грязи». «Пожалуйста», — умолял Даниил. «У нас большой дом и двор. Мы можем дать ей дом». Его мама вмешалась. «А как насчет расходов? Еда? Ветеринарные счета? Мы не можем прокормить еще одного».
Отчаянно пытаясь найти решение, Даниил заявил, что будет охотно делить еду с Грейси, что исключит необходимость дополнительных трат. Выражение его мамы стало смягчаться при наблюдении за непоколебимым состраданием сына. Она призналась, что после первой встречи с Грейси рассказала об этом Сергею. Но он сразу же ответил, что вся семья должна избегать щенка из-за своей предполагаемой аллергии на собак. Глаза Даниила расширились от шока. Он видел, как Сергей с комфортом держит пуделя друга, когда его мама была в отсутствии. Когда Даниил пытался разоблачить обман Сергея, гнев его матери нарастал. Она обвинила его в том, что он оклеветал ее партнера, отказываясь слушать доводов. Даниил заметил, что Сергей не реагировал на присутствие Грейси, но его мама осталась непреклонной. Сергей, увидев возможность, вдруг заявил, что он ощущает зуд по всему телу, хотя не хотел беспокоить его. Даниил понимал, что это очевидная ложь, но его мать приняла это за чистую монету. Успокаивая Сергея, она велела Даниилу вернуть Грейси на улицу. Мальчик нехотя прижал к себе Грейси и вышел из дома. Спустя полчаса начал капать дождь. Даниил крепко держал Грейси, укрывая ее от жестокого ветра и дождя. Он был полон решимости защитить ее от стихии и не позволить ей заболеть. Гром гремел вокруг, молнии озаряли небо, но он лишь крепче прижимал животное, напуганный, но решительный. Они оставались так в течение нескольких минут, ожидая, когда дождь утихнет. После некоторого времени Даниил услышал, как кто-то зовет его сквозь дождь. Он посмотрел наверх и быстро узнал свою соседку, которая подбежала с большим зонт, прикрывая их от дождя. Она была в недоумении и ужасе, глядя на эту картину, и спросила, что он делает на улице. Даниил рассказал всю историю о том, как нашел Грейси и как его мама отказалась взять ее домой. Он не упустил ни одной детали, и в конце рассказа соседка была в шоке. Она разъяренно заявила, что мать не должна была выбрасывать своего сына под проливным дождем. Она предложила ему пойти с ней, прихватив с собой собаку. Когда он услышал, что может взять Грейси, он послушно последовал за ней. Соседка привела его обратно к маме, обвинив ее в том, что она выставила сына под дождь. Мама моментально тоже отреагировала, объясняя, что Сергей был аллергиком на собак. Но соседка подтвердила слова Даниила, заявив, что видела его с собакой друга, и у него не было проблем. Она даже угрожала вызвать полицию, если снова увидит мальчика на улице. Униженная, мама Даниила пустила его обратно в дом с собакой. Были установлены базовые правила для проживания Грейси. Она должна была оставаться в комнате Даниила, а любое повреждение мебели приведет к ее немедленному удалению. Даниил согласился и быстро принялся за работу, тщательно искупав Грейси, обработав ее раны и обеспечив ее правильным питанием. Грейси быстро освоилась в доме Даниила, преобразуясь из болезненной, недоедающей сущности в процветающего спутника. Ранее нехватка еды оставила ее худой и истощенной. Даниил обеспечивал ее хорошей едой, иногда делился своим обедом. Он также старался излечить ее раны, насколько это было возможно. Поскольку ее спутанные волосы нельзя было расчесать, он аккуратно подравнивал их, придавая ей странный, но более приличный вид. Поскольку Грейси всегда находилась в комнате Даниила, Сергей больше не мог жаловаться на свои аллергии. Иногда он притворялся, что ему становится плохо, когда Даниил подходил близко, как будто это рядом с Грейси вызывало у него гнусные симптомы, и мальчик просто начал избегать его совсем. Однажды, вернувшись из школы, Даниил стремился увидеть свою собаку, но вместо этого обнаружил пустую комнату. Он искал Грейси повсюду, но не мог найти ее. Наконец он рассказал об этом маме. Она сильно его отчитала. Она полагала, что именно он стал причиной ее исчезновения. Она строго предупредила Даниила быть осторожнее и бережнее в следующий раз. У Даниила хотели навостриться глаза, потому что он знал, что это не его вина, что Грейси пропала. Когда Сергей вернулся домой и увидел Даниила, ищущего кого-то по дому, он спросил, что тот делает. Его мама ответила, говоря, что он ищет Грейси, поскольку ошибочно выпустил ее.
Гнев Даниила вспыхнул при виде Сергея. Он знал, что его мама уже отстранилась от него, не желая верить, что ее партнер что-то сделал с Грейси, потому что не могла доверять своим инстинктам. Он начал кричать на Сергея, спрашивая, что тот сделал с Грейси. Мужчина оставался спокойным, но на его лице была насмешливая улыбка, подтверждая подозрения Даниила. Тем временем мама Даниила начала искренне переживать за поведение сына. Это было не похоже на него — обвинять отчима. Может, он прав? Несмотря на все, он все еще был ее сыном, и она не хотела, чтобы он думал, что стоит на стороне партнера против него. Кроме того, она уже успела привыкнуть к собаке в доме. Она отругала Даниила за крик на Сергея, но начала помогать ему искать собаку. Вместе они обыскали задний двор и обходили соседей, спрашивая о Грейси, но безрезультатно. Даниил был опустошен, и сердце его матери разбивалось от этого зрелища. Это лишь укрепляло ее решимость найти животное, хотя бы ради удовлетворения сына. После изнурительных поисков они вернулись домой с пустыми руками. Даниил и его мама были удивлены, увидев Сергея, ждущего у двери. Он начал кричать на маму Даниила, что она потратила бесценное время и силы, разыскивая отвратительное уличное животное. В своем гневе он закричал, что не стал бы выгонять собаку, если бы знал, что это случится. Мама Даниила была шокирована. Она не могла поверить, что Сергей выбросил Грейси намеренно. Она закричала на него, спросив, лжет ли он и по поводу своей аллергии тоже. Поняв, что его уловка раскрыта, Сергей в сердцах признался. Он пытался оправдать свои действия, но мама Даниила не собиралась этого слушать. Она выгнала его из дома, в ярости, что позволило ему обмануть ее, заставив пойти против собственного ребенка. После ухода Сергея поиски Грейси продолжились. Они обыскали каждый уголок двора, но казалось, что вся надежда потеряна. Вдруг из кустов раздался тихий всхлипывание. Это была Грейси. Она дрожала и прыгнула к Даниилу в объятия, как только он нашел ее. Выгнанная Сергеем, Грейси вспомнила болезненные воспоминания о своем прошлом, о том, как ее семья оставила ее. Это вызвало у нее панику и заставило прятаться в кустах вокруг дома. Она испугалась, что снова окажется покинутой. Подавленный эмоциями, Даниил заплакал от счастья, радуясь, что Грейси снова в его объятиях. Ему было страшно думать о том, что могло случиться с ней, и он был безмерно рад, что она в безопасности. Мама искренне извинилась перед ним за все, что она сделала. Она сожалела о том, что позволила Сергею влиять на свои решения относительно своего сына, и надеялась, что Даниил сможет ее простить. Даниил обладал добрым сердцем и решил простить свою маму. Со временем мама Даниила полюбила Грейси за ее душевную теплоту. Спустя год они решили добавить еще одну красивую собаку в свою семью. Они были счастливы вместе, и это было главное для них. Как вам эта история? Вы бы постояли под проливным дождем, чтобы защитить бездомную собаку? Поделитесь своим мнением в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на дополнительные подобные видео.